Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Сегодня я расскажу о процессе поиска коника для ЗСУ, об успехах на этом пути и неудачах. Параллельно очертим, на каком этапе мы находимся сейчас, и фоном показываю комментарии из-под ваших донатов на коника и не только. А поскольку у деда работа не прекращается даже в момент поиска нами бусика, фоном также покажу несколько фотографий из его отчетных постов. Количество донатов в первые дни после начала сбора зашкаливало, поэтому мне пришлось объединить похожие комментарии в один и просто списком показываю суммы из-под похожих комментариев. Вот реально, самый популярный коммент на коника. Все суммы система переводит в гривны, поэтому не удивляйтесь, если возле своего коммента вы видите не евро и не доллары, которые вы переводили, а гривны. Курс у системы хороший, сами увидите, поэтому все суммы сразу показываются в гривнах. Это, кстати, лишнее доказательство того, что система работает с любыми валютами, с любыми картами и из любой точки мира. Единственный нюанс, о котором многие забывают в спешке, это выбор удобного для вас вида перевода. Там нужно нажать на кнопочку, выбрать самый удобный и уже по нему делать донат. На сегодняшний день вы собрали сильно шестизначную сумму, немного за 400 тысяч, точнее сказать смогу после того, как коник будет уже в части, и я смогу выпустить финальный отчетный ролик, потому что часть из показываемых донатов уже отправилась деду лично, 7230, если быть совсем точным. Это ваши поздравительные донаты деду с днем рождения. Какая-то часть отложена в банку для нужд деда, там уже под 100 тысяч, чуток не достает. Плюс ко всему донаты постоянно приходят еще и выводятся частями, а еще я уже заказал, проплатил и получил вот такие штуки. Видали такое? Называется устройство для самобуксировки. Я его опробовал лично, довелось как-то влететь передним колесом в яму, машина влипла в диагональный свес, переднее правое колесо в яме, полный привод в таком положении не работает, и только эта штука позволила обойтись без трактора и эвакуатора. Поскольку я поставлю ссылку на производителя этих штук в Харькове, оговорюсь, что это не реклама, просто я восхищен работой этих ребят и тем, что аналогов в Украине не производит никто. К тому же, возможно, кто-то из вас искал нечто подобное для нужд ЗСУ. А вот решение. Штука простейшая, но при этом незаменимая. Один конец крепится на переднем колесе, а второй за дерево или столб. Садишься за руль и начинаешь подгазовывать на первой передаче. Эта лента наматывается на колесо, тем самым заменяя собой лебедку и вытаскивая машину из грязи или ямы. Потом просто стаскиваешь ее с колеса, закидываешь обратно в мешок и погнал дальше. Невероятно прикольная вещь. У нас в машине лежит для этих целей лом на случай, если нет ни столбов, ни деревьев. А еще можно использовать так называемый грузинский якорь. Загуглите, кому интересно. Грузинский якорь, да. Это меня гонщики из Харькова научили. Они такое в машинах возят на охоту и рыбалку с собой всегда. В общем, мы закинем эти самобуксы в подарок в бусик для хлопцев. Одна лесенка имеет длину в 6 метров, мы положим две, чтобы уже они никогда и нигде не застряли. Чтобы наверняка. Теперь про сложности при поисках буса. Это та еще задача, люди. Вот открываешь поиск по Польше, Чехии, Германии, Норвегии, Швейцарии, и тебе кажется, что весь мир перед тобой, и что ты можешь уже завтра обрадовать хлопцев течиком, да? Не, говорит тебе мир, так не пойдет. Первое. Машину нужно осмотреть, проехаться, договориться с хозяином, чтобы не продавал, то есть дать залог, верно? Верно. А кто это все провернет, если ты в Украине, а бусик от тебя в 1000 километров? Лишних денег нет ни у кого, язык знают в основном только местные, а наши не имеют возможности ни проехаться, ни договариваться, ни проплатить залог. Мы в процессе уже несколько бусиков прошляпили. Знаете почему? При попытке забронировать бус и связаться с продавцом на этот счет, уже после осмотра даже, продаван вдруг просто отмораживается и перестает выходить на связь, представляете? Не спрашивайте меня, я не знаю, почему они так поступают, но пара машин уже таким образом прошла мимо. То есть вам нужен не просто надежный человек в нужной стране, вам нужен человек при средствах и свободном времени. Как вам задачка? Думаете, это все? Ха! Вы же хотите помочь ЗСУ, вы же добрая душа, не желающая кормить чужую армию, так что готовьтесь к испытаниям, все только начинается. Вам нужно перевести деньги в нужной валюте, в нужном объеме, в нужную страну, нужному адресату, так? И тут возникает вопрос. Как? Как перевести валюту с гривневой карты, если покупать валюту нельзя, запрет НБУ, снимать за границей гривну можно только в ограниченном лимите 50 тысяч в месяц, и опять-таки, а где вы найдете украинцев в Польше, у которого есть возможность рассчитаться на месте с продавцом наличкой, а потом уже разбираться с вами? Не забывайте еще один момент. Мошенники.
То есть такой человек должен быть лично с вами знаком, и вы должны ему доверять, иначе вероятность потерять донаты близится к 100%. Любая служба поддержки из любого банка вам это подтвердит мигом. Прикольные условия задачи? Ну да, не вопрос, можно теоретически перевести через Western Union, а вы проценты там видели за перевод таких сумм? А это не ваши личные деньги, это деньги людей, и вы не имеете права тратить лишнюю копейку, они миром собраны. Еще машину надо будет покрасить, отправить на СТО и все поломатое заменить, поставить нормальную резину и потратиться на топливо во все стороны. Это тоже все расходы, объемов которых вы пока не знаете, даже приблизительно. Еще момент. За границей налоговые службы не понимают такой доброты. Я имею в виду покупку и дарение в ЗСУ автомобилей. И начинают задавать неудобные вопросы жителям Польши или Норвегии, на которые у них вроде есть ответ в виде письма от нашего бата, но налоговая все равно требует уплатить налог. Усекаете уже уровень? Ладно, мы эти вопросы вроде решаем с помощью фонда, через который деньги пойдут продавцу. Легально, официально, через банковские переводы, со всеми формальностями, как положено. Фонд тоже стоило достаточных усилий найти. Тут спасибо пану Роману, который написал в почту и предложил помощь. Но тут снова возникает вилка. Первое. Мы не можем совершить проплату, пока не будем иметь на руках ВИН-код автомобиля и счет-фактуру от продавца, а продавец, заслышав такие вопросы, сливается. Вот незадача-то. И все сначала. Как вам, каруселька? Весело? Второе. Кроме проплаты, собственно, за бусик, есть еще разные вопросики вроде переоформления номеров перед выездом. Услуга платная и кушает время. Переоформление владельца, потому что сам продаван не желает ехать на кордон на продаваемом бусике, резонно не планируя тратить на это ни время, ни силы. У него все хорошо, это ж не он на нуле под Черниговым стоит. Найти время на перегон, человека на перегон, на оформление всего этого, а еще так состыковать, чтобы все участники процесса были в этот момент свободны и могли одновременно съехаться к одному и тому же пропускному пункту, чтобы потом прокатиться с ветерком 700 километров до Киева, 10 литров на сотню, 70 литров при цене в 57 гривен за литр солярки – это 4000 гривен на секундочку. Не, ну как вам этот балет? Голова еще не кружится от потока информации. А такой моментик. Если машина просто ввезена в Польшу, к примеру, но не зарегистрирована там, то она не может своим ходом ехать ни до границы, ни дальше. Ее можно перевозить либо на лафете, на эвакуаторе, то есть, либо переоформлять на польские номера, а на пункте пропуска уже ставить на черные номера нашей части. Эта радость тоже стоит денег и времени. Вот неожиданность. А отсюда следует еще один факт. Если вы покупаете машину в Германии, то по территории Польши она должна ехать на эвакуаторе. Своим ходом нельзя. Это же не Африка. Закон есть закон. Сколько стоит эвакуатор? Ой-ё. Вот поэтому я и говорю, что те люди, которые гонят машины для ЗСУ из Европы, самые настоящие герои. И это еще погодите, это ж мы еще не нашли бус толком, не увидели его техническое состояние, не поставили его на подъемник, не оценили стоимость ремонта и от покраски далеки, как банковая от реальности. А сколько еще вопросов впереди возникнет, кто знает? И каких вопросов? Никто сдаваться не собирается, и после нескольких обломов сегодня человек поехал смотреть еще одну машинку. Если все срастется, то до конца дня у нас будут хорошие новости. Будем посмотреть и обязательно потом отчитаюсь о произошедшем. А пока зафиксируем исторический момент всего этого. В каком промежутке времени и событий мы сейчас находимся? Под Высокопольем, что под Херсоном, наши хлопцы держат не котел, а полукотел, но сути это не меняет, потому что россиянцы не получают никаких поставок, так как наши контролируют ситуацию крепко. После вчерашнего подписания соглашения о вывозе зерна из Украины по Черному морю, которое выгодно всем, в том числе и нам, московиты его нарушили прямо сегодня, ударив по тем самым объектам, с которых зерно должно было начать вывозиться. Никто не сомневался в подобном развитии событий. Были только вопросы, как именно россияне нарушат соглашение. Теперь мы это знаем. Кому-то стало легче? У Корбана забрали и не вернули документы на границе. Нарушена Конституция Украины, согласно которой гражданство Украины нельзя отнять иначе, как с согласия гражданина. Насколько мне известно, Корбан такого согласия не давал. По факту гарант Конституции сам же ее и нарушил. Снова. Это уже в который раз? Кто-нибудь считает? Продолжается неспешное выдавливание россиян обратным ходом. Расслабляться пока очень рано. Поддерживайте своих і всіх наших. Не падайте духом. Поборемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу
Украины.